приветствую на своем канале. Благодарю всех тех, кто оставляет комментарии, делится своими историями. Для меня это очень важно. Итак, сегодня расклад на один вариант будет. Хочу посмотреть вообще сущность человека истинную, да? Возможно, кем человек притворялся. На данный момент данная персона, кого вы загадываете, быстро движется к десятке мечей. Здесь будут проблемы по физике, то есть заболевания, потеря энергии, пробой энергетики и тому подобное. Хочу посмотреть вот истинную сущность определенной личности. Возможно, кем вот человек хотел казаться для вас, но не являлся на самом деле, или вообще что, или как с ним произошло. Возможно, что-то в сознании поменялось, возможно, еще какие-то моменты, да, вот как он искренне к вам относился, ну и тому подобное. Итак, будем приступать. Давайте посмотрим, что вас вообще связывало с этим человеком. Ну, здесь кармическая ситуация. Здесь знаете как? Предки, духи рода и вашего этого человека вас свели, дабы вы чему-то научились. И этот человек также прошел свои уроки. Девочки, для кого актуально это мужчина из прошлого? Если же смотрите на мадам, возможно, отношения с этой женщиной должны были для вас расставить некоторые точки над «и». Сейчас объясню. Возможно, вы с мужчиной не прошли какой-то урок, а вот с этой мадам, знаете, она была как копия того мужчины в поведении, в отношении к вам, да? И благодаря ее появлению вы как будто бы сделали выводы и о том, как отношения у вас и почему складывались, вообще с кем вы встречались, общались, возможно, жили под одной крышей. Еще хочу сказать, что здесь вы этот урок прошли. Это однозначно. Знаете, что вас еще могло объединять? То, что были попытки и нападки. Так, короче, в своем прошлом, возможно, вы не видели этих уроков, но на примере жизни этой женщины, этого человека, либо мужчины, вы проанализировали какие-то свои прошлые отношения, ошибки, неудачи, что происходило, как происходило. Поняли, да? И почему, допустим, у вас не складывались отношения, семейная жизнь, либо дружба. Вы как будто бы разобрались на примере жизни этого человека, какие нападки шли на вас в свое время, в какой ситуации, возможно, подобные были и вы. Кто этот человек? Человек, который на данном этапе своей жизни потерял статус императрицы, потеря бизнеса, своего дела, потеря
семьи, брака, отношений, женского здоровья, любви, здоровых партнерских отношений. Человек, у которого что-то разрушается. Человек, которому очень тяжело даются знания. Тайные эзотерические знания. Человек, который прибегает к помощи ведающих, знающих. И вот знаете, она или он, но здесь императрица, поэтому она, я же сказала, здесь о женщине будет речь идти. Она, ребята, обращаясь за знаниями, платит за это деньги, но рассчитывает на то, что ее ждут еще большие деньги. А либо же с расчетом на то, что что-то наладится в семье. Но я вам хочу сказать следующее. Эта женщина очень любит следить за жизнью других людей. Даже если вам так не покажется или не показалось с первого взгляда. Это женщина, которая не прочь, знаете, и сплетни, да, поразносить, если, ну, как бы так невзначай, в аккурат, как так и надо. Так, давайте посмотрим ее истинное отношение к вам. Ну, здесь обмен энергиями, здесь союз. Вы помогали сделать какой-то выбор в своей жизни. Вы как будто бы этому человеку показали, кого и какие ситуации выбирать не стоит. Либо же здесь этой женщиной был совершен выбор, который привел ее к десятке мечей. И еще такой момент. В свое время ей через магию делали на то, это в прошлом ее жизни, чтобы полностью ее, как так сказать бы вам, обесточить. То есть здесь могли и насмерть делать, и финансовые, чтобы потери у нее были. Ну, короче, приложились. Возможно, вы ей помогали как-то решить эти вопросы, но смотрите. На человека идут нападки, человеку тяжело справляться с ситуацией, тем не менее человек не прочь побывать в треугольниках, либо покутить, посидеть, пообщаться, повеселиться. И, собственно говоря, лавочка эта ей и прикрылась. И она хотела бы выйти из этой ситуации. То есть, смотрите, здесь человек, которому вы явно помогали. Поняли, да? Либо беседами, либо же еще какими-то действиями. Но вы ей помогали, как будто бы вытаскивали человека. Возможно, вы помогали ей с вопросами, касающимися детей, любого плана, тоже как вариант. Знаете, вот я вам хочу сказать так. Вы как будто бы заранее знали, что человек вот вроде бы и неплохой, только сытый и глухой. Поняли, да?
Хорошо, вот вы общались, допустим, да? Решали какие-то вопросы, какие-то планы у вас были общие, потому что здесь был союз у вас с данной личностью. И давайте следующий вопрос. Чему этот человек вам завидовал? Вашей энергии, вашим умением балансировать. Человек завидовал тому, как вы отстаиваете свои границы, как вы умеете защищаться и как вы себя вообще позиционируете в этом мире. Эта мадам как будто бы завидовала тому, что вы могли ездить, путешествовать, а у нее эти поездки были как бы закрыты. Либо же здесь зависть к тому, насколько вы себя проработали и какие у вас имеются знания. Зависть к тому, что ей не так открыта связь с высшими силами, как вам. Она очень ждала, что через вас ей откроется поток с этими высшими силами. И опять же таки, здесь еще проходит такой момент, с помощью вас человек как будто бы исцелялся, как будто бы менялся, менял себя. Так. Что хорошего вам принес союз с данной личностью? Общие какие-то дела, отстаивание каких-то интересов, энергообмен. Знаете, помогая этой мадам, возможно, у вас была общая ритуалика. Помогая этой мадам, вы... Сейчас объясню. Вы исцелились от предательств, от треугольников и от определенных крадников. Сейчас объясню почему. Потому что этот человек завидовал определенным вашим факторам. И, соответственно, Вселенная это все видно. И произошла вот такой вот обмен. Когда ты завидуешь, ты на себя перетягиваешь что угодно на усмотрение высших сил, дабы ты прошел те же уроки. Ну ты же хочешь получить то, чему ты завидуешь. Пройдешь свои уроки по достижению к своей цели зависти. Вы здесь ушли в победу над определенными ситуациями насчет крадников, насчет треугольников и разбитого своего сердца. У вас, знаете, как появилась энергия на движение еще дальше, еще ближе к звездам. Что-то узнавать, что-то строить, что-то менять. Что плохого она привнесла вам в вашу жизнь? Этот человек прогибал ваше пространство какой-то своей статусностью, в кавычках. Как ни странно, эта женщина хотела от вас эмоций, любви, какой-то, знаете, некой поддержки, которую, возможно, ей не додала ее мать.
И здесь человеку хотелось бы все ваше внимание переключить на себя, чтобы... Короче, вот знаете негатив еще какой? Она украла у вас то время, которое вы могли бы потратить на создание некой своей структуры, дела, бизнеса, либо, как вам сказать, возможно, каким-то отношениям, да, с мужчиной. Но здесь человек именно прогибал ваше пространство. Он как будто бы перетягивал все ваше внимание на себя. Поняли, да? То есть с помощью этой мадам вы учились держать свои границы. То есть, смотрите, помогая этому человеку, вы тоже как приобрели, так и потеряли. Давайте теперь посмотрим, почему поменялось отношение человека к вам. Дьявол. Дьявол, туз пентаклей, бабки. Бабки, бабки и ресурс. Вы знаете, этот человек вышел из каких-то определенных махинаций денежных. Эта ситуация как будто бы, ну, дамоклов меч, понимаете, навис и давил на нее. Вы помогли разобраться с этой ситуацией. Девочки, кто практики, вы могли даже чистить эту женщину. Почему? Потому что вы здесь вот явно вернули ресурс, именно энергию для движения вперед этому человеку. Почему поменялось? Хорошо, хотелось вашего внимания и тому подобное. Ну, вы почистили. Здесь вы именно подселов поубирали с энергополя человека. Это для практики. Если же в обыденном вопросе смысл тот же самый, вы своей энергией человеку просто вот тем, как вы заботились, сопереживали, возможно, вы человеку вот почистили это все. Хорошо. Что поменялось-то все-таки? Вашей стабильности пришел конец. По какой причине? Потому что ваша совместная работа над благополучием высшие силы наблюдали за этой ситуацией. Я вам хочу сказать так. Здесь человек как будто, вот вы ему помогли, и он начал тягаться с вами, у кого длиннее пиписька. Такое впечатление, что человек почему-то решил, что у вас стабильности, доходов, возможно, статусности больше, чем у нее. А особенно знаний и подсказок от высших сил. Еще здесь эта женщина могла с помощью кладбища А почему злилась? Она на вас злилась.
почему-то решила, что... Я поняла. Эта женщина через погост, через кладбище какие-то вещи делала вам в магии. В каком аспекте? Здесь нападение, здесь атаки и тому подобное. Здесь именно желание доказать, что она лучше, чем вы. За этой ситуацией наблюдали высшие силы, как я уже и сказала, но за этим всем стоял уже даже абсолют. Почему? Сейчас объясню. У этой женщины возникли иллюзии по поводу того, что вам нужны ее ресурсы. И она почему-то решила, мечтала себе, что она может это у вас забрать, подпитаться этим, либо же, а ну-ка... Либо же, кто-то ее на это надоумил. Да, она с кем-то пообщалась, может, еще с каким-то практиком кому-то обратилась. Этот практик ей сказал, что вы, допустим, там на самом деле ей не помогли, а, допустим, там забираете ее деньги, либо что-то в этом роде. Либо крадники сделали на деньги, либо же воруете там достаток. Короче, на самом деле этот человек накинул на эту женщину оморочки. Она полезла на вас. И что с ней случилось? И ей стало тяжело по жизни. Очень тяжело. А вот этот человек, причем там не один человек, с кем она пообщалась, почему он ей так сказал? Хотел от нее энергии, причем очень долго питаться. Значит так, здесь он просто качал бабки из этой женщины. Возможно, вы практик, это ваш клиент, она встряла в общение с каким-то неблаговидным магом, как вариант. И ему было бы выгоднее, чтобы она ему деньги платила за его работу. И здесь он поставил себе цель, что он будет очень долго с ней сотрудничать. У нее есть денежки, и он ей поможет ему отдать. Хорошо. Ваша позиция в этой всей ситуации. Забирали ли вы на самом деле у этой женщины ее ресурсы, деньги, крадники на блага? По справедливости. С вашей стороны было все по справедливости. Смотрите, если этот человек до встречи даже с вот этими людьми, до всех вот этих оморочек, решил, что он вам завидует и как-то хочет вас в чем-то превосходить, то все по справедливости и случилось. У него взяли и дали вам ровно столько, сколько посчитали нужно. В том случае, если вы поступали по кодексу. Если не поступали по кодексу, соответственно, что-то вы тоже отдали этому человеку. И что по справедливости? Эта женщина, смотрите, она еще как будто бы позднее решила, что она хочет ваши знания как мага, как практика. Но по справедливости фортуна крутанула в сторону того человека, у кого были более благовидные и стоящие цели и предприятия и задумки, особенно что касается магии. Также здесь вы эту магию отсекли, вы вычислили воздействие на себя. Да, здесь погостные работы. И быстренько, как говорится, это все отправили туда, куда положено, то есть этой женщине. И ее состояние превратилось в 9 мечей.
страхи, кошмары, приступы паники, апатии, ну и тому подобное. И давайте посмотрим, чем она будет дальше расплачиваться за несанкционированное, глупейшее свое поведение в вашу сторону. Пятерка кубков, король кубков, значит, так, есть закрытое общение с любым религиозным эгрегором, никто ее там не слышит, а только будут ею питаться. Ей перекрыта возможность встретить достойного человека, который бы ее искренне любил. Если такие вещи показывают, соответственно, здесь человек сделал куда большее, чем то, что я здесь рассмотрела. Я хотела, понимаете, как раскрыть ситуацию, что да почему, на каком основании вообще, да, и по какой причине это все завертелось, давайте скажем так, что человек решил то, что он решил в вашу сторону. Здесь мир мертвых много чего перекрывает теперь в жизни этого человека. В ближайших раскладах я посмотрю, что в итоге, ну, где там заклинило, давайте так скажу. Где случился затык в психике и что вообще происходит конкретно, да, какие последствия вот этой зависти и такого, знаете, вот этих манипуляций за вашей спиной. То есть здесь, знаете, здесь такая женщина, которая ходит от практика к практику ради того, чтобы ей приносили деньги. Магия денежная ей нужна. И здесь такой человек, который с теми другими практиками будет еще вас обсуждать. То есть, хотя вы реально помогли и вытащили. То есть, понимаете, человек обесценил вашу работу, вашу поддержку, вашу помощь. Кого бы вы там ни загадали. Вот такой расклад у нас на сегодня, ребятушки. Напишите, как у вас проигрывается в комментариях. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я буду очень рада, довольна и воодушевлена. Ну и, как обычно, всем осознанным добра этого мира. Пока-пока.